А что у тебя за футболка? Это футболка от нашего партнера компании Dior. CD. Кристиан Диор. Сергей Довлатов, ты читал его историю? Если бы Цептер выпускали футболки, я бы в их футболках ходил. Ты не видел, не читал историю Сергея Довлатова, историю про CD он рассказывал? Я не читал историю Сергея Довлатова, Мне где он просто рассказывал про CD. Он говорит, я приезжаю, говорит, на номинацию, как бы, и меня в аэропорту встречает человек, у него рубашка CD, думаю, вот ребята позаботились, говорит, Сергей Довлатов, приятно, как бы, приедем там в отель, много уважаемых людей, там у одного вижу дипломат CD, у другого там еще что-то CD, говорит, думаю, ну, вот это вот уровень организации, на вручение, подготовились, все. Ну и потом, когда мой наставник, мой друг уже пришел в носках CD, он говорит, слушай, ну я все понимаю, конечно, говорит, ну вот, а что обозначают твои инициалы CD? Он говорит, ну как, Кристиан Диор. Говорит, я немного поменял мнение, ну там рассказывал. Да, видишь, как гордыня. Ну что же, наша уже ставшая постоянной рубрика, кстати, не, она еще не постоянная, потому что мы еще не выпустили ни одного выпуска и не знаем фидбэка. Может быть, наш зритель скажет, ребята, Полова! Это еще похлеще, чем та, что вы снимали ранее, как бы, и, соответственно, нет, да и забракует наши потуги выбраться из небольшого домика, именуемого криптовалюты, во внешний мир. Ну что же, мы начинаем, и это наша рубрика «Ухо-нос». Поехали. Заставка. Кто не знает и, соответственно, пропустил первый наш выпуск, в данной рубрике мы разбираем новости всего мира вокруг мира криптовалют. То есть здесь мы, соответственно, поговорим немножечко о политике, экономике, новостях спорта, да и просто о том, что происходит в нашей родной Украине. И не только. И, кстати, не только. Новости международные тоже. Да, но первое... А почему у нас, кстати, в этой рубрике нет погоды? А погоду бы... Погоду бы добавить. Но погоду должна вести какая-нибудь обнаженная женщина с квадратиками на глазах. Давай. И в очках. Люба, будешь вести погоду в нашей новой рубрике? Та-да-да-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да-да-да. У природы нет плохой погоды. И сегодня с вами Люба. Новость следующего содержания. Давай. Экс-нардеп и бизнесмен Геннадий Балашов явился на допрос в полицию в костюме Бэтмена. Таким образом, он решил бороться с коррупцией среди сотрудников Печерского райотдела. Что ты скажешь? Посмотри, пожалуйста, на этот контент. Во-первых, что хочу отметить, что сотрудники Печерского, это райотдел? Да. Печерского райотдела живут несколько побогаче, чем сотрудники нашего Харьковского, Шевченковского райотдела. Сразу видно, что ремонт сделан недавно, окна пластиковые. Картина свеженькая. Краска на стенах водоэмульсионная, предполагаю, что обои под покраску. А форма чистая. И форма чистая, наглаженная. Ну, потому что и картина, видишь, висит, скорее всего, это новая. Рубенс. Что по нашему прекрасному Балашову ты скажешь? Ну, Балашов являлся экс-нардеп, у него партия была 5-10. У него была такая штука, типа, что надо ввести всего 2 налога. Один налог с физических лиц 5%, с юридических 10%. И типа при таких налогах все их будут платить, и стране хватит денег на все. Политика была простая, все. Но... Сколько мне известно, он пытался сделать, ну, то есть суть заключалась не в том, чтобы это было 5 и 10 в первую очередь, а в том, чтобы это было прозрачно, для того, чтобы привлечь инвестиционный капитал в страну. Но, кроме как поговорить, мне кажется, у него так ничего и не получилось. Но у него есть еще один нюанс. Так бы, как бы идея была бы прикольная, прозрачность. Но он сказал, что если я стану президентом, он, по-моему, баллотировался. Значит, первое, что я сделаю, я продам всю государственную собственность, все заводы стратегического назначения, все, что есть в Украине. Мы выручим примерно за это 600 миллиардов долларов, положим их на, условно, депозит. В год это будет 60 миллиардов, а бюджет Украины 60 миллиардов, поэтому мы просто кладем на депозит и просто тупо живем на проценты. И чистый кайф. А все, что люди платят налоги, это еще вообще. И у нас будет лучшая страна в мире. Ну, как бы вот такая была у человека идейка. Поэтому лучше бы он на 600 миллиардов криптовалюты купил, биткоина. Прикинь? Прикинь. Выкупил бы всю криптовалюту и обанкротился. Не, прикинь, купил бы на 600 миллиардов биткоина. Чуть-чуть бы взвинтил цену. Чуть-чуть бы пропампил ее. Может быть, Балашов это Сатоши вообще. Сатошов? Сатоши Балашов. Поэтому то, что он пришел в костюме Бэтмена, ничего удивительного. У него все в порядке с фантазией. То, что он пришел в костюме Бэтмена, ничего удивительного, потому что Балашов Бэтмен.
Неадекватный голый мужчина избил 3 полицейских. Инцидент случился под Харьковом. Служителям порядка пришлось применить слезоточивый газ. Почему неизвестно решил прогуляться голышом и удалось ли его задержать, неизвестно. Самое прикольное, что вот именно вот в следующую секунду полицейский, защищаясь от голого мужика, просто он упал, а тот он начал бить ногами, а двое остальных просто орали. Да, я видел это видео, да. Чувак, мало того, что полицейский упал, тот ему дал копняка. Да, а те орали, видно, с А него. потом полицейский поднялся и зачем-то начал снимать ремень. Да, да. И вот это как бы здесь, ну, у меня повис немой вопрос, типа... А-та-та, он его Что-то, хотел. его забрызгали баллончиком, да, и потом полицейский начал снимать ремень, то есть, видимо, что-то, дальше должна была быть какая-то сцена из 50 оттенков серого, но видео там в какой-то момент обрубается, и не совсем понятно, что происходило дальше. Потому что, видимо, двое остальных просто в истерике ржут за машиной. Наша служба и опасна, и трудна. Это следствие ведут знатоки. Да. Знаменские, Томин. Может быть, здесь есть и какой-то потаенный смысл, ну, то есть, типа, когда голые атакуют, полицейские... А ты не видел, как начиналось это все? Потом было еще одно видео. Нет. Стоит, короче, полицейская машина вот здесь. А вот вдоль вот этих вот колес, вот там вот дальше, Да. он, короче, как гадюка ползет. И затаивается потихонечку. А те, типа, ну, что-то беседуют, а он, типа, хищник нападает. Просто кто-то сверху снимал. Я говорю, надо загрузить или там ссылочку как-то, там просто... Это человек X по-любому. Человек X, да. Винницкий фермер наказал своего сотрудника за невыполненный ремонт трактора, закрыв его на сутки в сушилке для фруктов. Я просто представляю себе этот разговор. Закрив. Ну що я тобі сказав, машини трактор, ти... Коли? Вчора зранку. За що? Я на часі. За що? Все проштрафився. Як проштрафив? Як я зробив трактор. Я сегодня видел, не сегодня, на днях видел такую смешную шутку. Типа, по объективным причинам фермеры не будут покупать Land Cruiser 300. И отметил, главное, меня. А тебе, кстати, кто-то написал в директ? Один, знаешь что? Я написал подробности у Глеба в директе. Только кот. Кот написал? Лайк поставил. Только кот понял, в чем речь. А потому что, я думаю, это уже будет несложно для дизайнера, добавить купюрку мою из Телеграма. А, кстати, насколько мне известно, на сегодняшний день у фермеров очень все непросто. Не просто... Очень все непросто. У них не просто все хорошо, а просто классно. Насколько мне известно, у них, во-первых, не просто с точки зрения урожайности и всего остального, потому что аномальная жара. А второй момент не просто с точки зрения того, что у многих фермеров проблемки с всевозможными государственными службами. Потому что они просто не знают, куда уже деньги девать. А СБУ точно знает. А СБУ точно знает. Они просто... Куда девать их деньги? Они просто пришли на помощь. Ладно, это вырежем, но его... А у меня здесь видео-новость. Видео-новость. Ребят, позвал Диму помочь придвинуть кровать. Просто я тут уже сколько лет занимаюсь сексом на ней. И она по чуть-чуть отодвигалась от стены. Ой, Чуть-чуть вот Леша! так это двинула. Как ты думаешь, от Лешиного секса кровать могла отодвигаться от стены? Вот попробуй. Ну, чтобы люди не думали, что это прикол. Вот попробуй сам сдвинуть. Осторожно, зеркало сзади. Ну вот попробуй, просто упрись как-то. Не, реально тебе говорю. Не шутка. Ну, то есть, вот так. А так я, получается, вот так делал, и она сдвигалась. Я даже не знаю. Кстати, да. Чтоб его долбили или что? Да не, ну... Или нельзя такую шутку просто? Леха, ну как бы... А вот так вот, да, посмотришь на Лешу, такой застенчивый парень такой. Даже можно подумать, что... Ну, нет. А объективно видишь как? Амплитудой человек двигает кровать. Амплитудой. В маленьком человеке живет большой секс. Интересно, а вот реально, сколько Леше пришлось пропустить людей через свою кровать, чтобы настолько сильно от стены отодвинуть кровать? Ну, это вопрос номер один. И вопрос номер два. Может ли быть такое, что Леша готовился к представлению этого позиционного контента и нет-нет, да и подвинул кровать чуть-чуть сам? Я ж думаю, То что... есть она отодвинулась на вот столечко, понял? Вовчик, я думаю, что ты точно помнишь кровати в детских лагерях, ну, конских
соцлагеря, как их можно называть. Я ни разу не был в детском лагере, кстати. Ну ты видел точно кровать? Да, видел. Вот эту койку с В пружиной. фильмах ужасов такие же. Как это они называют? Где ты на нее ложишься, и ты утром встаешь, а у тебя просто рифленое все, на чем ты лежал. Это, кстати, для сосудов очень полезно. Естественно. Это когда ты без матраса спишь. Обоссанно. Но, в принципе, вот эта штука, она всегда шаталась, потому что вот эти детские приколы, когда ночью подбегают, вот так вот все расшатывают. Да, и она двигалась, просто она летала по комнате. Я думаю, что у него просто расшаталась кровать немножко, и он что-то там подкрутил. Может быть, вообще Леша плохо спит и ночью ерзает. И вот кровать двигается из-за того, что он просто ерзает. Еще какое-то видео? Можно, пожалуйста, еще потом снять простынь, показать, что как бы там не проерзано до пола. Лешенька, мы тебя любим. Шевченковская окружная прокуратурия города Киева оценила ущерб от дрифта на Софиевской площади в 50 тысяч гривен. Оказалось, что наследила компания Red Bull, которая снимала там рекламу. Теперь руководителям грозит тюремный срок. Замечена на съемках Алена вернулась на площадь с щеткой, чтобы искупить вину. Они на самом деле все признали, они там поездили, и она стала в шинах, насколько я понимаю, да? Там? За шины оставленные грозит уголовный срок? Но это ж памятник архитектуры. Они просто поездили по ней, изуродовали площадь. Изуродовали остатками резины? Ну это ж Софиевская площадь, возле монастырей. Но первое, что мне кажется, что подобные съемки были согласованы, скорее всего, с горсоветом. Вряд ли они вот так вот с кондачка снимали. Нет, не согласовано. Просто от фонаря приехало 2 дрифтовые тачки и посреди Софиевской площади начали дрифтить. Я вот это не знаю, кстати. Не, чемпион приехал, это понятно, но это Софийская площадь, вряд ли они это не согласовали. Но чуваки, которые согласовали, они не понимали, что на этой брусчатке останутся остатки шин. Это понятное дело, что они как бы... У чиновников же нет у нас в стране мощных автомобилей, они не знают, что остаются следы, когда она начинает быстро стартовать. Им занесли, я думаю, они положили, у нас чиновники-то в основном на чем ездят? На Ланосах. Не, но лучшая машина, которую я видел, это Toyota Camry. Это лучше. Ну, это, подожди, это президент ездит? Это зам президента. Ну, а я тебе про обычного рядового чиновника. Не, ну у них там... Это электроскутер. Hyundai Accent вот этот вот. Электроскутер, потом дальше электровелосипед. После этого начинается там уже Я видел на Nissan Leaf кто-то ездит. Ты же видишь постоянно, вот свадьба, например, какая-то, да, там вот у чиновников. Все, съезжаются сенсы со всего города. Серебристые, зеленые, вот эти чуть-чуть болотные. Черные, на черных подъезжают топовые. Потом они доезжают до ворот, пересаживаются уже на свои Бентли. Это не они пересаживаются на свои Бентли, они доезжают к локации. А их встречают просто. Да, там их встречает бизнесменов машины, не их. И бизнесмены уже их довозят на последних Бентли Менсоре, да, уже как бы к месту. Но это больше для того, чтобы, знаешь, типа... Ну, это как красная дорожка, да, это типа вручение Оскара, конечно, но это конечно, просто принято. Конечно, это просто принято. Конечно. Я тысячекратно извиняюсь. Продолжение новости. Значит, у меня есть информация о том, что, значит, полиция вызвала Алену на допрос из-за дрифта на Софийской площади. Но фанатам пока не стоит хвататься за сердце. Допрашивать артистку будут как свидетеля. Вот несколько комментариев под этой новостью. А у нее что, есть фанаты? А я бы ее посадил, чтобы не слушать эту хрень по радио. А я начал читать, а я бы ее посадил. Думаю, сейчас будет продолжение на лицо. Но слушайте. У Алены действительно есть фанаты, она достаточно популярная исполнительница в Украине. И она, конечно же, придет и сдаст полицейским всех с потрохами. Скажет, кто дрифтил, на чьей тачке больше мощности, соответственно, больше колес осталось. И кого-то нет, да и посадят. А статья, наверное, будет за хулиганство, скорее всего. Понятное дело, что люди, которые согласовали и которые не понимали, что останутся колеса, выйдут сухими из воды. Ну что же, так бывает. Поехали дальше. Украинцев могут обязать регистрировать сим-карты по паспорту. В сообщении говорится, что идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты данных пользователей. Вот тут новость, кстати, она может быть довольно спорна. С одной стороны, это бред.
покупать симку по паспорту, ну как бы, ну хочешь ты 2-3 телефона пошел, давай купил сразу, там и все. Давай сразу, смотри. Давай. На сегодняшний день привязать симку к паспорту не проблема. То Через есть, соответственно, DIA, да? не через DIA, а просто ты можешь прийти в офис любой компании и с паспортом привязать как бы сим-карту к себе. Вот у нас есть даже живые люди, которые так делали. Я тоже так делал. А вопрос заключается в том, что они хотят это сделать принудительно и, значит, объясняют это тем, что это необходимо для безопасности. Но чуваки, которым нужна безопасность, и так могут пойти и это сделать. И они это тоже понимают. Значит, соответственно, они хотят чего-то другого. Ну, а если подумать по-другому, смотри, есть у нас недобропорядочные граждане в стране, которые нарушают закон и так далее. Они все равно между собой созваниваются по телефону. И если им придется регистрировать симки, понятно, что они могут сделать на липовых людей, но это все равно какие-то ниточки. И, Рассказываю возможно... тебе, в России это работает уже давно. Все сим-карты привязаны к какому-то абоненту, какому-то конкретному пользователю. И стоят чуваки на каждом выходе метро и продают сим-карты пачками. На разных людей оформлены номера. Да они в село приехали, пооформляли, по 5 гривен дали и все. Представь себе, в какую-нибудь республику там заехали, где подальше. Все, по 10 рублей дали за каждый номер. И все. И стоят чуваки на выходе метро, прям продают пачками. Любого оператора, пожалуйста. А это кто крышует? Ясное дело. Кто принял этот закон? Ну, понятно. Поэтому я считаю, что это абсолютно беспонтовая инициатива. Если, типа, мы говорим о том, что это необходимо там для безопасности, то безопасность можно обеспечить и без вас, ребята. А если мы говорим о том, что это позволит как-то идентифицировать мошенников и прочих всяких разных чуваков, то, поверьте мне, они как бы способ обойти всю эту движуху найдут совершенно спокойно на выходе из метро. А слушай, а если такая штучка, вот у нас есть DIA приложение, если ты сам, например, хочешь привязать, чтобы тебе не идти куда-нибудь там в магазин или еще что-то, ты просто в DIA раз и подвязал номер, это было бы удобно. И все, кто бы захотели, бы подвязали. Но ты говоришь про средства, то, как это уже это интегрировать, а я говорю о том, что на берегу, в принципе, непонятно немножечко, как бы, зачем это нужно. Не, я понимаю, но вот такая ситуация была бы удобна. Ты зашел, привязал, захотел, привязал, захотел, не привязал, все. А я считаю, что надо идти в ЖЭК, отстоять очередь с паспортом. Там должна сидеть Зиночка. Клара Захаровна? Да. Ты отстоял очередь, дал ей паспорт. Нет, ты подходишь, даешь паспорт, и говорит, обед. И табличку. Замминистра образования заявил, что зарплаты преподавателей вскоре повысят до $4000 в год. Он подчеркнул, что такие зарплаты будут получать не все, только он. Но он же тоже из образования. Да. Их могут ждать только лучшие преподаватели президентского университета. Поэтому все ребяточки из всяких там разных политехов, юрок и прочих, сосите. Такое будет только в президентском университете. А если это мужчины-преподаватели? Все сосут. Значит, вначале сосешь у дочки, потом у матери, да? Ну а что это за инициатива? Ну ты серьезно, чувак? Белебей какой-то. Ну как? Подожди, ну типа как? Ну это может это не вся новость? Может вся новость? А дальше там дальше нет по тексту, что типа а остальные университеты тоже что-то будут получать? Нет? Какой-то, ну вас. Поэтому он всего лишь зам министра образования. Министр бы такого не сказал. Конечно, ну потому что министр отправляет именно зама для того, чтобы ляпнуть какую-то там даже смотрят на реакцию, такие хоп, есть позитивная реакция. О, это министра инициатива. Нету хорошей реакции, такой, замминистра что-то. Так кто-то принес. Да это не, я вообще к этому не причастен. Замминистра меня не подписываю. Я вообще к его высказываниям отношусь скептически. Вот мы 2 недели работаем, я так, знаешь... Мне его навязали. Мне его навязали. Новость такая подкралась. Давай. Рынок земли готов к легализации каннабиса. В Херсонской области пограничники обнаружили 10 000 кустов конопли среди кукурузы. Наркофермеры хорошо замаскировали от человеческого глаза плантацию, оборудовали ее системой капельного полива. Теперь полиция занимается поиском хозяев чудо-поля. Вот тут я хочу сразу сказать, ребята, ну вы понимаете, насколько это люди умные, они вырастили кукурузу, мало того, там какой-то капельный полив. То есть развитая страна Голландия и Амстердам в том числе. Амстердам это же страна, как в этом фильме Му-43. Там у них это все
все легализовано, государственно это, для того, чтобы не было какой-то контрабанды, отстегивания денег и так далее. Люди растили, вы взяли, пришли, у них скосили все это дело и забрали себе. Тут же никто не говорит, что куда делись эти 10 тысяч кустов. Ну, и потом человеку поставили лайки, колокольчик, подписочка. Просто нарисовали на поле, понял вот это? Слушай, знаешь, о чем я подумал во время этого прочтения этой новости? Ты помнишь фильм «Джентльмены»? Конечно. Там в этом фильме была такая история, значит, основана на чем? На том, что, типа, в графствах, типа, у этих, значит, обнищавших, значит, у этой обнищавшей элиты на территории, значит, двора под землей располагались лаборатории. Я подумал, а почему бы, почему в Украине этого никто до сих пор не применил? Ну, прекрасная же комбинация, прекрасная схема. И я понял, что, как бы, наши элиты так долго не держатся на плаву, как их. То есть у нас каждая новая власть... Новая элита. Догоняет предыдущую. То есть приходят новые, говорят, эти украли, им надо дать... Значит, мы воровать не будем, потом они уходят, новые приходят, оказывается, что эти воровали, и вот так они друг друга чинят. Получается, посадить вот эту всю историю можно на 4 года только. Ну или на 5, если президент. Ну или на 5, да. То есть, соответственно, непонятно, достаточно ли, значит, вот этого срока для того, чтобы выйти на точку безубыточности. Пожалуйста, ребята, в комментариях скажите, пожалуйста, было бы экономически целесообразно в Украине построить схему по принципу фильма, художественного фильма «Джентльмены»? И вообще, подожди, ты за или против легализации? Наверное, за больше. Да. Ну, потому что запретный плод сладок, мне кажется, и вот эти вот все мутки, да, вот это, что молодежь там крутится, там вот это все выдумывает, там закладки, там вот это все. Мне кажется, когда это станет очень доступно, мне кажется, будет, ну, те, кто как бы увлекались этой историей, а мы их точно похороним, потому что, как бы, ну, когда есть головняк, достать, как бы, это хоть как-то останавливает человека, то есть он хотя бы чуть-чуть не курит, вот, а когда, типа, это будет супер доступно, то, ну, это все это же движение будет хаповщина такая. Да, это будет движение праховщина. Понял? Типа оптовая праховщина. То есть, ну, типа, я тебе говорю, люди подходят очень быстро. Но, а люди, которые не юзают там всякую вот эту траву, они, мне кажется, ну, как бы, ну, не будет соблазна такого. Ну, то есть, я же говорю, по принципу запретный плод сладок. Согласен. Ну, то есть, сигареты продаются в каждом киоске. Вряд ли кто-то есть такой, о, сигареты накружил. Ну, типа, ну, пойди купи. И человек просто с глубинкой приехал, не знал, что легализовали. Есть пачечка. Ну да, то есть, типа, ну, есть коробок. Современные проблемы требуют современных решений. В Японии зародилась новая традиция – отправлять родственникам новорожденного мешочки риса с фотографией малыша и весом, с которым он появился на свет. Все ради того, чтобы родные смогли обнять грудничка в период пандемии. А можно начало еще кусочек, вот еще разок? Я тоже не понял, а ну-ка еще раз. Современные проблемы требуют современных решений. Так. В Японии зародилась новая традиция – отправлять родственникам новорожденного мешочки риса с фотографией малыша и весом, с которым он появился на свет. Все ради того, чтобы родные смогли обнять грудничка в период пандемии. Ага. А я думал по-другому, я думал просто реально делают ребенка из риса. А это там дальше на фотографии получается инструкция. Грудничка не стирать, не гладить. Не готовить. Бережная стирка. Там еще и не готовить. Не готовить. Но на самом деле может быть такая ситуация, что как бы, ну, в этой традиции в натуре появится продолжение, типа, а давай попробуем нашего сладенького. Знаешь, как у нас говорят? О, ты мой Масечка, о, ты мой... Я в тебя с гречневой кашкой, так вот тю-тю. И так вот прикинь, и все, и такой взял немножко... Или просто в семье, допустим, один извращенец. Просто прикинь, взял, ну, легли они спать, бабушка с дедушкой. Я только ножку. Бабка встала ночью, отсыпала чуть-чуть, реально, отсыпала чуть-чуть малыша и упорола тут Давай же. лучше не развивать. В госбюджет пришел первый ярд от игорного бизнеса. Это, кстати, я не знал, интересно. Куда, в какой бюджет пришел? Пока не написано, какой страны. Горсовет? В бюджет. В бюджет чего? Ну, Украины, наверное. Как начинается новость? Можно заново? В госбюджет пришел первый миллиард от игорного бизнеса. Ага, так. Деньги поступили за счет платы за лицензии от организаторов азартных игр. Скорее всего, это заплатил париматч и фаворит Бет. Неясно. Но у нас, скорее всего, это точно париматч и точно фаворит. Это даже не на правах рекламы, они просто их тут две конторы и все. Но я считаю так, что игорный бизнес, он должен быть, но он должен быть вот действительно контролируемый. Должен быть, лицензия должна стоить действительно больших денег. Туда должен быть очень жесткий вход лицам
от 21 года. Так же и сделали, вроде все, зашли все свои. Не, я понимаю. Ну, и должны быть там куча ограничений. То есть, когда человек начинает проигрывать больше, чем он проигрывал обычно, его должны блокировать его счет, ну и так далее. То есть, должны быть куча ограничений. Но в целом это правильно, что сделали очень дорогую лицензию. Ну, я считаю, что на самом деле такую метрику отследить проигрывал больше, чем обычно. Легко. Как-то это все очень сложно. Ну ладно. Не, это работает уже, ну я не знаю, лет 10, когда я 10 лет назад еще занимался ставками, то о букмекерской конторе, например, Bet&Win, Bwin, это был спонсор еще Реала, Баварии и Милана. То есть, ну, это очень крутая европейская контора. Были моменты, когда... Сейчас это звучало как реклама. Просто если это была реклама, то я хочу понять, по какой причине на мой счет ничего не поступило. Тогда была одна европейская контора, спонсор одного из крутых европейских клубов, которая подписала небольшой спонсорский контракт с Глебом. Но был момент, что, ну, короче, мы играли по определенным схемам, у нас было большое количество счетов, и когда мы на определенных счетах специально их загоняли в минус, а другие загоняли специально в плюс, то они писали: вы типа слишком много проигрываете, вы как бы в своем уме там, ну, только культурно. А вы им что отвечали? Мы ржали. Не, ну а если, смотри, ну окей, как бы, ну, то есть ты говоришь о системе, допустим, в рамках которой они зададут вопрос. То есть вы проиграли больше обычного. Готовы ли вы продолжать дальше? Все ли в порядке? Вы трезвый там и так далее? Оферта какая-нибудь будет. Ну правильно, это же онлайн. Не, они тебе просто снижают лимит ставки, все. То есть, например, у тебя был максимальный лимит ставки там 5000, они видят, что ты много проигрываешь, они тебя могут срезать до 1000. Ну, какая заботливая контора. Но когда ты им напишешь, что типа ты в здравии и все у тебя в порядке, они тебе возвращают лимит. И самое интересное, что они типа... А как они понимают, что не в порядке, когда в Т9 небольшие какие-то Ну смотри, ну был еще У прикол. меня все в порядке. Самое смешное... Самое смешное, что они типа делали иллюзию, что они о тебе заботятся. Мы специально загоняли счета в минус, чтобы они нам повышали лимиты ставок. Они их временно понижали. Но потом ты им пишешь, типа, все в порядке. Ну, как бы у меня с деньгами все окей. Соседи на грядке. Да, и я как бы хочу ставить больше. Они такие: да, давай. И тут мы уже их по полной принимали. А может ли это быть такая история, что типа, ну, для того, чтобы отбиться, нужно же ставить больше, чем ты проиграл? Правильно. Мы писали... А они типа под эгидой заботы как бы наоборот понижают тебе ставку. То есть ты точно не отобьешься. И когда ты им типа говоришь: пацаны, так я же не отобьюсь никогда в жизни. Типа я поставил 10 тысяч, проиграл их. Мне нужно поставить с каким-то кэфом там, типа, ну, еще, например, 10. Да. А они говорят: нет, ты можешь поставить только 5. То есть мне надо теперь вообще в какую-то немыслимую ставку залезть, чтобы отбить как бы вот эту 5 и еще 10, которые уже проиграны. Я проигрываю, соответственно, что логично. А они мне говорят: теперь можешь поставить 2. Да, но был прикол, что они типа тебе повышали лимит. То есть там был такой запрос на вип-ставку. И они тебя принимали вип-ставки, но они не знали, что это специальная стратегия была, при которой мы реально загоняли счета в минус для того, чтобы поставить один раз много, тогда, когда надо. То есть мы делали просто ставки вилками, если я могу рассказать, конечно. Ты открываешь условно 8 счетов, выбираешь ставки, где примерно коэффициент на победу 2. Ну там примерно 2. Ты теряешь чуть-чуть, но все равно. Туда поставил и туда поставил. Естественно, какой-то из счетов проиграет. И вот так вот ты один из счетов загонял в жуткий минус. И потом, когда у тебя рождалась хорошая вилка, это вилка, когда у тебя есть беспроигрышная ставка с хорошей прибыльностью, ты реально делал крупную ставку и там, и там. И контора оставалась неудел. Вот. Лайфхак, как упороть контору. Так. Но это было, сейчас такого нет, к сожалению. Тем временем в России открыли памятник борщу. Его автором стал эпатажный художник из Курска, который выставил скульптуру овощей для борща на пьедестал и вскрыл ее позолотой. Однако в украинском борще в таком случае не хватает одного важного ингредиента – мяса. Борщ без мяса – деньги на ветер, я считаю. А еще также я считаю, Какой что... борщ? Борщ украинский. Ну, это, смотри, это... Вы сделали щи. Это да, это какая-то полемическая такая история. Во-первых, в борще обязано быть мясо, это раз. Во-вторых, борщу желательно бы подать пампушечку и сало прекраснейшее. Пампушку политое. Миргородское сало. Чем пробовал? Политое? Пампушка чем политая? Чесночком обязательно. Чесночным соусом. Чесночным да. соусом, конечно. И еще черный хлеб
Обязательно. Чесночок обязательно. Лучок. Зеленый лучок стручковый. И горчичка. И горчичка, конечно. А дежурная? И дежурные 50 в ледяном, значит, в ледяной рюмочке. Рекомендую вам исполнить это на своем столе при просмотре этой передачи. Не забывайте ставить лайки, колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Писать нам комментарии, в том числе гневные. Наши хейтеры прекрасные, мы вас обожаем. Это же нам тоже в том числе помогает продвигать наш контент, дебильный абсолютно. Вот, поэтому не забывайте писать комментарии, ставить лайки. Мы вас безумно любим. И борщ должен быть с мясом. Новость следующая. Да, и борщ украинский. Знаешь, где будущее? Да. Уже Нет. тут. Давай. Компания Илона Маска. Илон Мазок. Илон Масок. Это испанец какой-то, да? Или аргентинец? А тебе не кажется, что на самом деле есть потаенный смысл в том, что у него фамилия Маск, и все ходят в масках? Да он, блин, просто фанат фильмов Джима Керри, понимаешь? Совпадение? Не думаю. Не, он просто фанат... Просто у человека фамилия Маск, и все ходят в масках. Да, и он фанат Джима Керри, понимаешь? Это вообще страшно. А сеньорита Пэм. Компания Илона Маска запустила спутник для показа рекламы в космосе. SpaceX заключила партнерское соглашение с канадским стартапом, чтобы запустить цифровой билборд на орбиту. Ну, это, конечно, охибеть можно. Это, конечно, круто, но... И эффектно. Но давай понимать, что кто туда попадет на эту рекламу, кроме всех уже, значит, всем известных брендов. SpaceX. Ну, то есть, типа, туда попадет обязательно какая-нибудь Coca-Cola, да, обязательно Только попадет... Coca-Cola. Да, туда обязательно попадет какой-нибудь Nike, там, и так далее. Ну, то есть, типа, если ты захочешь прорекламить свою объяву на OLX с бэушными джинсами, то Тогда как бы... ВАЗ-2107. Я очень сомневаюсь, что там будет линк. Очень. Ну, в общем, для избранных реклама. А представь развитие этой индустрии. Как ты думаешь, просто... сколько может стоить такая реклама? Ну, вот смотри, в космосе написано White Beat. Ну, давай скорее... так, сколько можно было бы запошлять за такую рекламу? И тут еще смотри, тут уже очень интересно, на территории какой страны будут транслировать рекламу. И надо ли платить за это налоги? Я бы повесил эту рекламу конкретно над Чизетом. Я понимаю, но в космосе это твоя территория или не твоя? То есть вот реклама, транслируемая в космосе, кому они должны платить налоги? Это ж непонятно. Но... То есть, если ты летишь над воздушным пространством Украины... Я считаю, что, типа, тогда надо над каждой страной, типа, рисовать виртуальную такую в космос, типа, такую трубу. С погрешностью, что космос же расширяется с учетом расширения Земли. Ну да, такая, как, знаешь, как вот эта штучка, которую собаки одевают, чтобы она не лизала себе рано. Да. С космическими границами. Да, с космическими границами. С такими так, слушай, границами, это что будущее. собака никогда не полезала себе рано. Ну, это реально будущее, но потому что тогда спутники сейчас же летают как хотят. Да. Ну. Вы пересекли космическое пространство Украины. И пока не это сказали, там же скорость большая, все. А мы бы, я думаю, что продали бы свои космические квоты. Но если Юра... Ты знаешь, помнишь же этот конфликт, когда квоты на выброс этого углекислого газа проданы были, а деньги куда были потрачены? В карман. Как ты думаешь, сколько эта реклама может стоить? Я думаю, что... Ну, давай, за сколько? За день? Давай, за день. Давай за ночь. Ее днем не видно будет. Сука. А прикинь, мы реально можем прийти туда и сказать, мы готовы заплатить за день. Ребят, у нас как бы, мы готовы заплатить за день, я повторяю еще раз. А если оно черным, прикинь, будет написано просто сэмпл. Ну, лям. Мало. Лям гривен? Долларов. $1 миллион. Но я не про Украину, про Канаду. Там же с канадским стартапом. То есть надо будет в канадских долларах платить? Ну, хорошо, $1 миллион американских долларов для трансляции этой рекламы с 22:00 до 6:38. Кто ее будет смотреть ночью? Ну, блин, ты спать не будешь, ты будешь просто говорить, выключите нахрен свет. Еще одна луна получается такая. Ну, представь. Прикольно, прикольно. А, кстати, на самом деле, я думаю, что на эту рекламу появятся жалобы в Америке по-любому. Ну, там, прикинь, там на законодательном уровне прописано, например, что нельзя выбрасывать оленя из летящего самолета, например. Но не выше 100 километров. Не, и приколи себе такую ситуацию, типа, ну, спит какой-то рядовой американец, и вдруг просыпается, и у него вторая луна какая-то. А у него, например, он близорукий, он не видит, что это не луна, это реклама Кока-Колы Илоном Маском запущена. И все, и он как бы, ну, у него потеря, тут он, прикинь, идет такой пописать, все привычно, луна, я туалет. прикинь.
И такой, прикинь, поворачивает голову, и еще одна луна. У человека нервный срыв, и он подает в суд на компанию Илона Маска и канадцев. А она-то в космосе, там же ж нет космического Вторая луна законодательства. запущена-то людьми. Я считаю, что это... Я на самом деле 100%, вот смотрите, я вангую, это приведет к последствиям. А если в лесу какой-нибудь грибник заблудился, шел, значит, по луне, А пошел по а реально пошел по потому что шел на рекламу Кока-Кола. Но грибник-то трезвым никогда не ходит. Не ходят. Ну и все. И сколько таких грибников может пойти по Ну реально ночью. Там будет Тысячи американских грибников под 18-й угрозой. крестовый поход будет. Предлагаю организовать правозащитную организацию, щемить их по всем фронтам. Если они реально поймут угрозу, предложить им бартер. Мы перестаем вас щемить, Вы нас рекламируете. вы нас рекламируете. Давайте откроем компанию и назовем его «Космическая юриспруденция». Откроем компанию и назовем его. Ее, «Космическая юриспруденция». Давай. Ну, прикинь, слушай, там нет Давай вообще пока... напишем Конституцию космоса, пока никто не взялся за это. Как? Да, КК. А мы-то Гагарин шоу. И ты? Мы первые в космосе и первая конституция от Да, нас, представь, пожалуйста. и все, и ты станешь президентом КК. И я буду везде говорить, знакомьтесь, это мой Верховный друг. судья КК. Это мой друг, президент КК. А я буду зампрезидента Пись-Пись тогда. А если, низший чин, то это просто бздюх-бздюх какой-нибудь. Не, низший чин просто так вот. Или... Если президент КК... Это птица? Это самолет? Нет, это патриоты. Ко Дню независимости в Украине проведут акцию «Украинский гопак» на земле и в небе. 14 парашютистов станцуют в полете гопак и построят в свободном падении фигуры сердца и цифру 30. Господи, это прекрасно на самом деле. Это прекрасная новость. Действительно, это очень патриотично и необычно. Конечно же, это значительно круче, чем помочь нуждающимся детям или старикам, которым нечего есть. Да, класс. Гопак в небе, это же супер. Забор покрасить, например. Не, должны быть какие-то прикольные А флагшток мероприятия. поставить, самый большой в Европе. 107 метров. На секундочку. Но это привлечет больше туристов, больше налогов, больше числений. Да, я, кстати, слышал о том, что люди ездят на флагшток посмотреть. Самый большой в Европе. Я, на самом деле, TripAdvisor открываю. Вот приезжаю в Италию, например, открываю TripAdvisor, и сразу первым делом, что я ищу, это самый большой флагшток. То есть в отзывах написано, что в Венеции но я еду не в Венецию, я еду на Сицилию, потому что там самый большой флагшток. И он Всё. самый сухой там. Я приезжаю домой, меня люди спрашивают, а ты Италию посмотрел? Я говорю, конечно, я видел флагшток. Красава. Ой-ой-ой. Класс. А было. как флагшток? Широченный. Вот такой, вот так вот подошел к нему, руками не объять. А пописал на него. Впервые за 331 год в Украину прибыл оригинал Конституции Пилипа-Орлика. Ничего себе. Ко Дню независимости исторический документ будет представлен в Софийском соборе Откуда приехал? столицы, с Польши. Все желающие смогут его увидеть уже с 16 августа. Я один сейчас немножко... Или, может быть, с Англии, но, по-моему, с Польши. Почему Конституция Украины Пилипа Орлика находится не в Украине? А потому что его тут недолюбливали. Пилипа? Пилипа. Но документ-то исторический украинский. Может быть, в Лондоне хранился, могу ошибаться. Ребята, давайте все наше украинское, родненькое будет храниться в Украине, а не в Лондоне. Мы им тоже можем что-то... На самом деле, очень прикольная штука. Зонты, например. Были в музее... Черный чай с молоком можем вернуть. Давайте подпишем пакт, значит, в котором пропишем, что украинцы отказываются от чая с молоком, мы его отдаем Лондону, а они нам нашу конституцию Пилипа Орлика. Был в музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Российский какой-то миллиардер выкупил все, что смог найти в частных коллекциях, и выкупил все яйца Фаберже. Это прикольная штука, конечно, очень интересная. Яйца? Да, и там они... Яйца очень прикольная штука. И они там Это мы вынесем в анонс. с секретиками, со всякими этими штучками. И реально украинское достояние... А у тебя яйца с секретиками? Естественно. Это в следующем выпуске. Но мы не будем показывать. Вот, но достояние страны нужно возвращать сюда. По-любому. Я вообще не понимаю, принципов, в которых в национальных музеях лежат чужие, штукенцы всякие. Не, если это какие-то там, подарки... Не, частная коллекция окей. У частников лежит, все, это част... Но в государственных, Не, есть подарки. Например, вот прикольно, я видел
в Мадриде, когда я гулял, там такой египетский уголок. Я у гида спросил, ну откуда тут египетский столб вообще, вот как он связан вообще с Мадридом. А он такой, это пацаны из Египта в карманах наносили. Не, а на самом деле история была такая, что такой же обелиск стоит еще в Париже и в Мадриде. И был какой-то невероятный потоп в Египте, там, и Франция, и Испания очень сильно помогли, то есть они там бросили кучу сил, помогли им от какого-то бедствия, там, и Египет вот в знак благодарности подарил вот эти штуки, обелиск и... Я не знаю, мне за Египет вообще, если честно, очень обидно. Очень обидно. Да, такая... 3000 лет правили всеми. Да, правили всем миром, и как бы, а сейчас... Пасут задних, давай. Пасут задних, скажем так. Десятиклассницу из Новой Каховки признали гением в США. Она получила бронзовую медаль Всемирной Олимпиады гениев и грант в $15 000 на обучение в американском университете. Девочка представила свой проект по очищению воды с помощью камыша, который не будет нарушать экосистему речки. Несмотря на свой успех, школьница планирует остаться в Украине и поступить в Киевский вуз. Вот это молодец! Не, ну это... На самом деле для всех же очень понятная стратегия такая, типа, которая рисуется у нас какого-то хрена в голове с самого детства, что если там, не дай бог, тебя где-то кто-то услышал, увидел, заметил и так далее, первым делом нужно из Украины свалить. Ребята, это стратегия не патриотов. Настоящие патриоты этой страны должны создавать здесь, оставаться здесь и вот эти свои прекрасные идеи реализовывать здесь. И поверьте мне, рано или поздно вот те ребята, через тернии которых, да, из-за наличия которых многие идеи не удается протолкнуть или реализовать, они нет, да и повымрут, но типа это не бесконечно как бы. И соответственно прекраснейшие вот эти светлые умы, конечно же, должны оставаться в нашей родной стране. Молодец, девочка из Новой Каховки. Есть еще такой момент, хочу дополнить. Вот смотрите, я даже сам, когда тоже Давайте учился... ей от компании WhiteBit презентуем планшет. Давай, мне кажется, это будет прикольно. надо ее найти. Это будет... Был бы украинский какой-то планшет, Ну, мы давай, бы не презентовали может быть- украинский планшет. Давай, может, а не так планшет, а презентуем какую-то технику, которая ей поможет. для ее, значит, исследований. исследований. Да, ноутбук может быть какой-то. Ну, потому что... Знаете, Любочка, обязательно надо найти эту девочку, и мы ей презентуем. Смотрите, подарок. вот я еще хотел вот в продолжении этой штуки сказать очень важную такой момент. Когда мы учились там в школе, там институт, неважно, все хотели попасть типа на обучение за границу, выиграть какой-то грант на обучение. И только недавно пришла такая мысль, то есть европейцы, европейский вуз за копейки отбирал лучших студентов или школьников нашей страны, просто оплачивая им обучение и там проживание, например, и забирали лучшие умы, у меня мурашки побежали, лучшие умы к себе. Ты это только понял? Не, ну, вообще, то есть за бесплатно они просто забирают лучшее у нас за бесплатно. А наше правительство, наши люди все счастливы уехать туда. Но тут вторая сторона медали, что, к сожалению, наши умы вообще здесь не ценятся. То есть они никак не поддерживаются, ну ничего. Кстати, вот в Харькове один чувак, Артур Шутко, могу ошибиться в произношении, у него в Инстаграме, может быть, как-то он не так. Он просто решил почистить речку Уды. И вот в субботу в 9 утра будет уже там 14-й сбор, и он уже собрал 90 тонн из речки, просто 90 тонн Да, дерьма. я наблюдал за этой историей, очень крутые ребята. 90 тонн дерьма. Просто он сказал, я хочу это сделать, он всех обошел, всех поднял. И волонтеры приехали, как кто-то там в облрадах, там в райсоветах поддержали. Ну, красавчик. Да. То есть один человек всесильный. Так в этом и суть. Ты говоришь о том, что типа этих людей не поддерживают. Вот истинное желание, как бы, да, пройти. Но вот девочка этот же, может быть, не может пробиться. Вот сейчас конкретно она. А ее нужно как-то поддержать. Поддержать. Поэтому я говорю, что девочку надо поддержать. А я говорю про взрослых, как бы в основном же проблема кроется не в том, что они не могут найти поддержки. В основном проблема заключается в том, что у нас на постсоветском пространстве почему-то в голове есть такая мысль у всех практически, что нам кто-то что-то должен. Есть такая штука. Особенно, вот, я не знаю, касательно спорте. А вот нам в Советском Союзе оплачивали соревнования. Ну вот нахер
этому вот этому чуваку, который чистил речку Уды, ее чистить. Он мог прийти на берег, посмотри, такой срач. И пошел. Не почистили речку Уды, все. Кинул бутылку и Все, пошел. кинул бутылку, потушил бычок, все, погнал. Нет, он взял, сделал. И так же все могут сделать. Все в наших руках, ребята. Опять же, мы постоянно обвиняем там государство, политиков, президента в том, что да, там что-то не получается. Возьмите в свои руки ситуацию, и все получится. Поверьте мне, опять же, вот, допустим, с той же речкой Уды я наблюдал такую ситуацию, что поначалу они это делали самостоятельно, а впоследствии очень много втянулось туда там и представителей власти и так далее. Почему они это сделали? Они увидели, что пример интересный, что это, значит... Работает, да? Да, это, значит, получает резонанс какой-то в СМИ и так далее. Они такие, хопа, здрасте, мы тоже в этой теме. И, соответственно, во многих вопросах, которые, да, там так или иначе могут быть подняты, вот этот резонанс будет вызван, ну, истинным каким-то достижением или результатом. Вечер в хату. На содержание преступников в 2020 году государство потратило 6,6 миллиардов гривен. Это примерно 10 тысяч гривен за одного заключенного из карманов налогоплательщиков каждый месяц. 6600 в месяц? Не, в год. 6,6 миллиарда гривен в год. Да. Это примерно 10 тысяч гривен за одного заключенного. Да. Из карманов налогоплательщиков каждый месяц. Получается, заключенные обходятся 850 гривен в месяц. Нет. 10 тысяч гривен в месяц. Ой, я прочитал через жопу. 10 тысяч гривен в месяц? В месяц. Судя по сумме, заключенные живут в тюрьмах явно лучше, чем некоторые с минимальной зарплатой на воле. Ну это какого уровня коррупция там? Ты прикинь? А я еще такой факт расскажу. На содержание... Если бы реально, прикинь, на заключенных тратили бы 10 тысяч гривен в месяц, у нас бы реально полстраны село бы завтра же, я тебе говорю. Да. Ну прикинь, ты тут сидишь, сводишь концы с концами там на типа на 3 гривен. А тут дюся. И тут хупс, чпунсь, и все, и дэшка. А еще расскажу такой момент. Крышу делают, всегда все своевременно, вода есть, 10. И работать не надо. Работать не надо. Точнее, если ты работаешь, ты же, скорее всего, там что-то еще еще и получаешь. А еще есть такой момент, что все знают про детско-юношеские спортивные школы. Так вот, если посчитать всех детей, которые даже просто числятся в дюшке, как ты знаешь, там многие просто числятся, чтобы получать ставки какие-то и так далее. Так вот, на одного ребенка, который даже числится, в год тратится 8,5 тысяч гривен. Государство просто датирует, помимо там зарплаты, все. К чему? Наши залы находятся в супер состоянии во всем. Там нет ни тренажеров, ничего. Но... Ну вот на тюрьмы тратят дэшку в месяц, и посмотри, там тоже не очень условия. Да, я имею в виду, что если просто ребенку купить годовой абонемент, то можно, в принципе, в довольно неплохих залах купить абонемент, учитывая масштаб, это все там за 34, за 5 тысяч гривен, и они бы там просто супер тренировались, и всем было бы круто. То есть масштабы коррупции просто поражают. Масштабы коррупции поражают, и я активно выступаю за то, чтобы в тюрьмах навели порядок, чтобы там было чисто, комфортно, чтобы эти 10 тысяч гривен расходовались реально по назначению, потому что пути Господни неисповедимы. И еще когда этот человек выходит вот с таким вот ужасным содержанием, то получается 90% или 95% Коррупция людей... в тюрьмах надо разбираться, Глеб. Да, надо разобраться. Это выходят как бы, и совершают соломку повторное постелить. преступление. Повторное преступление. Преступление. Ковры в Верховную Раду обойдутся Украине почти в 1 миллион гривен. Так, 960 метров коврового покрытия обойдется в 985,5 тысяч гривен. Получается, что цена 1 метра ковра составляет 1026 гривен. Это вообще недорого. Деньги это небольшие. Я вот знаешь, на самом деле, меня что постоянно поражает? А вы хотите, чтобы у нас бомжатня была какая-то? Не, бомжатню нельзя допускать. Мне кажется, в стране должна быть иерархия приоритетов. Конечно, я понимаю. Ну, то есть, не может быть охуенный ремонт в Верховной Раде, при этом плохой ремонт в детской больнице. Ну, то есть, иерархия приоритетов должна быть. Мы не можем ставить флагшток, если у нас где-то там нету оборудования для лечения онкобольных. Ну, то есть, должна быть какая-то логика, я не понимаю. Ну, то есть, мы же одна страна, правильно? У нас один бюджет, одна налоговая, все, у нас все одно, у нас все общее, мы все украинцы. Почему у нас где-то жопа какая-то, там, где прям горит, а где-то, где не жопа, как бы, там почему-то мы делаем ковер за миллион?
Но чуваки, которые приходят в Верховную Раду, они все обеспеченные, уважаемые люди. Они как бы, ну, пройдутся и по тому ковру, который там лежит. Они все равно придут домой, и там у них ковер за 10 тысяч евро квадратный метр. Все у них нормально. Но этот миллион можно взять и отштукатурить, там, я не знаю, там, детскую больницу, например. Ну, то есть, ты имеешь в виду приоритет, например, там, первое – это ремонт детской больницы. Например, условно, если это вот даже Олимпиада. Наши спортсмены едут на Олимпиаду. Ну, естественно, они должны полететь на нормальном самолете, а не на кукурузнике, чтобы там обосраться. Следующее. У нас там ремонт детских садиков, там питание, может, в школах. Там еще олимпийцев выдвинул вперед. Надо не, как я бы, смотри, помнил, что Олимпиада. Надо, мне кажется, ну, то есть объекты, да, и нужды критические, да, то есть объекты критической инфраструктуры. Это в первую очередь там, где под вопросом стоит человеческая жизнь, да, то есть, или там человеческая судьба. То есть это там, допустим, там все, что касается детей, стариков, больниц. Первая помощь. Да, скорая помощь, там вот эти все люди, как бы, и так далее. И они должны быть обеспечены. Потом, соответственно, да, там, как бы, да, там какие вещи там. Наш спорт – это будущее. Наши школы, университеты – это наше будущее. Да. И вот эти вещи. Детские площадки какие-то там. Вот это должно быть хорошо, по-любому. И только потом уже, когда у нас уже везде вокруг все круто. Ну, ковры. А давайте ковры постелим. Такие, ну почему не постелим? Давай на стены. Да, давай ковры. Причем эти же дети из этих же больниц такие типа, а давайте нашим министрам ковры. Мы что тут? Посмотри, ну в шоколаде сидим, ну все именно, ну тупо жестко именно, кайф. Ну кайф. Это причем при рождении. При рождении, да. Выходит, говорит, не, ну кайф. Не, ребенок рождается, ему сразу понял такой типа карточку, там типа понял подпись за ковры. И он такой, ну сразу. Потому что тупо кайф. Все, кондишены в родильном зале. Все, ну именно жестко. Его везет не какой-то раздолбанный УАЗ, вытраханный просто за 60 лет, а именно, ну, Мерседес Спринтер с дополнительными рессорами. Все, именно кайфовый. Тогда ковры. Все. Ковры и флагшток на этот ковер сверху еще можно ставить. Дополнительный. Очень важный момент, на самом деле. Вот, например, в Харькове, да, у нас был такой, типа, конфуз, связанный, например, с реконструкцией парка Горького. И там, например, была такая ситуация, что, значит, вопрос был в том, что, типа, очень дорогие санузлы. И вот в данной ситуации я понимаю, почему так сделали. Потому что это делалось для людей. Для этих же, которые выступали, что туалеты должны были быть не такие. Ну, туалеты там, кстати, вот отдать должное прям. Ну, это же прикольно, когда ты в родном Харькове, да, в Украине. Ты не сидишь на корточках, блин, где у тебя коленки, блин, выше головы, и ты просто да, чуть не боишься туда. Это супер приятно, это эксплуатируемый объект, это не ковер. И убираемые, да. Да, обслуживаемые, убираемые. Это не флагшток, это не ковер, это эксплуатируемые объекты. Ты заходишь, чувствуешь себя реально европейцем. Ты реально хезаешь в дорогой, качественный фаянс. И там есть, блин, бумага. И там есть бумага. Ну, блин, это круто. Ну, а вот это, как бы, ну, беспонтовые какие-то вещи такие, как бы, ну, я их вообще не понимаю. Хотя согласен, с одной стороны, что, продолжая мою логическую цепочку, можно было бы поставить туалет попроще и еще где-то там тоже навести порядок. Потому что в Харькове, к сожалению, тоже есть очень много объектов инфраструктурных, в которых, как бы, дела не айс. Я вижу хотя бы у нас перспективу какую-то, что у нас потихонечку, как бы, во все объекты там так или иначе мы заходим. Какие-то вот эти площадки появляются, детские, площадок, да, очень объекты, много, дороги. Ну, в Харькове грех жаловаться на дороги. Те, кто в Харькове жалуются на дороги, поедьте, пожалуйста, в Киев, прокатитесь по окружной, возвращайтесь, просто проведем поедете. опрос. Просто поедете. Да, ну, в общем, да. Я считаю, вот объекты, вот эта критическая масса, вот это как минимум должна быть точно закрыта, для того, чтобы мы могли себе позволять тратить деньги на какую-то Куда звонить, когда полиция убивает полицию? Убивает, прям убивает? А что там у нас было? В Белой Церкви засняли редкие кадры настоящего правоохранительного тимбилдинга. Шел 27-й день без Авакова. То есть они реально друг друга крепили? А кто дрались? Именно полицейские с полицейскими? Из-за того, что кто-то приехал на вызов раньше, или что там было вообще, непонятно? Ты слышал? Ну реально, понимаешь, получается, можно запустить порочный круг. То есть, получается, дерутся полицейские с полицейскими. Мы звоним в полицию и говорим: здравствуйте, тут дерется полицейский с полицейским. Они говорят: сейчас мы вызовем полицию. Приезжают двое полицейских, наряд. За кого вы подтягиваетесь? А такие, типа, ребята, что здесь происходит? Этот говорит, типа, я топлю за то, что, типа, 8К это овер мало, как бы, для нашей работы, потому что так или так, нет, как бы, в руки пятихатка просится. Этот
этот говорит, да нет, надо типа во имя правды и свободы, и типа, и все. И этот патруль разделяется, и уже Махач 2 на 2. 3 на 3 уже поехали, уже не Шушенского. Да, 3 на 3. Мы опять звоним в полицию. Смотрите, тут такая ситуация. Мы вызвонили в полицию, приехала полиция, но они разделились, и получается теперь там Махач 3 на 3. Они такие, сейчас мы вызовем наряд. Приезжает еще один наряд, там такая же движуха. И именно... А параллельно идут ограбления Ты понял? банка. Это баг в системе. Это бэкдор. Бэкдор, да. То есть это вот матрица. это, смотри, это способ... Это синяя таблетка. Это синяя таблетка, это способ уничтожить полицию. Какой-то юный айтишник... Злодей. По-любому нашел эту божину, ты понял? И все, и столкнул их как лбами. он их схлестнул в самом начале? А вот это мы спросим у наших подписчиков. Дорогие друзья, если вы понимаете, каким образом можно запустить этот цикл увядающая власть, напишите, пожалуйста, в комментариях, каким образом можно было бы свести полицию в таком противостоянии. Да? В Киеве охранник парковки продал автомобиль клиента на запчасти. Видимо, его поймали. Видимо, да. Вы знаете, на самом деле, вот человек, который это сделал, можно его, конечно, все, его словили, наказали, посадили, все. Но вы понимаете, как просто у человека сработали мозги? Я даже могу предположить ситуацию, в которой это произошло. Скорее всего, на парковке очень длительное время стоял какой-то автомобиль. Хозяин, может быть, переехал куда-то жить или еще что-то. Во-первых, ты должен это заметить. Ну, ты охранник парковки. Конечно, ты это замечаешь. У тебя на парковке 40 машин, 39 уезжают, как бы одна стоит все время. Ну, тупо. Знаешь, и он такой подумал, типа, ну, странно, давно его нет. Год его нет. Может, 2 забыл? года его нет. Да, он думает, забыл. Вот, и тут... нарисовывается такая ситуация, к нему подходит чувак и говорит, извините, пожалуйста, а у вас нет случайно 16-го колеса? Да, пробил вот за углом. Пробил, да, там, может быть, вы знаете. Он говорит, у меня есть 16-е колесо. И с этого началось преступление. Первое открутил, на домкратике стоит. На домкратике, да, открутил одно колесо. 2 кирпича поставил. Говорит, знаешь, как думает такой преступник? Он, знаешь, как думает? Он говорит, я сейчас его откручу, зарплату получу, куплю. Разница в карман. Поставлю на место, и все, будет разница в карман же. Ну, дельта, понятное дело. Дебет, кредит, сальдо в карман. Он так... И значит, опять ситуация, еще полгода проходит. Говорит, а он то не прикрутил, мы понимаем, да, что он типа получил зарплату, думает, да, со следующей, но все равно не пойдет. Отложил, если что. Да, он отложил, но 7 числа уже их и успешно. И он как бы опять проходит, и опять подъезжает человек, говорит, а у вас есть 16-е колесо? Он говорит, есть. А дверь у вас случайно задняя, может быть, имеется? Синяя, с Форда. Он говорит, да, имеется. Да, но продается только в паре. Продается только в паре, комплект. Потому что не битая, не крашена. И говорит, ну все, я обязательно, тут недалеко разборка, обязательно найду подобную дверь, что мне стоит дом построить. И, значит, взял и аккуратненько болгарочкой по контуру вот так вот. Знаешь, так вот, сдал немножко с запасиком, вот так вот, чуть-чуть над дверью. Это просто вот, после аварии. По заднему крылу вот так вот. Это после аварии, поэтому вырезали, вот поэтому дверь новая. Но... Потом разогнался тележкой, въехал на всякий случай в бочину. Ну, если придет хозяин, объяснит, что типа случайно кто-то въехал тележкой в дверь, и я сейчас принесу вам двери, которых не достает. Я не доследил, правда, что есть, то есть. Грешок за мной такой имеется. 100 гривен штраф. Да, и все. И еще проходит немножко времени. Он думает, а в салон не посмотреть, что там есть, если уже дверей-то 2 нет по одной стороне. Он нажимает эту кнопочку, открывается, там ключи от бардачка. Он вначале закрыл и ушел, говорит, нет, ну... Но при этом, когда уходил, заметил, что там прекрасная автомагнитола фирмы Panasonic. И она не давала ему спать приблизительно 2-3 дня минимум. И он просто на нее нажал, она отстегнулась, знаешь? Сама! Просто... Она отстегнулась, и там настолько сильная пружинка, что упала просто на пол. А он того нагнулся, что поднять. Но он и он, получается, уже не украл, он просто взял с пола то, что там валялось. Да, а что упало, то пропало. Это закон. А ввиду того, что там нету как бы, ну, части автомобиля, то она могла упасть сразу и на улицу. Когда и он вообще, считай, нашел. Когда тележка-то въехала. Да, и все. Но все равно ключи и бардачок. Что в бардачке? В бардачке, понятное дело, что? Солнцезащитные очки. Опять же, влажные салфетки. Все, он одел. И думает, присяду я за руль, как будто бы это моя машина. Вот как будто бы. Ну, как я себя попробовать. И такой сел, раз, и понял, что заморал сидушку. Не, смотри. Снял ее на химчистку, правильно я понимаю? Смотри, смотрит какие-то кнопки. И просто, думает, как бы я нажимал. Там нажимает, и раз, открывается багажник.
А там 5-е колесо. А если успешно проданы 4, почему бы 5-е туда не отправилось? А там, конечно, полный набор. Домкрат, треугольник. Да уж, конечно. Ну, я уверен, на самом деле, что эта ситуация действительно касается вот такой машины, которая, знаешь, застоялась на парковке. Да, поэтому, друзья, будьте внимательны. Но чувака этого нельзя сразу наказать. Нужно... Его нужно наказывать так же, как он продавал машину. Не, его нужно просто... На разборку. Не, нужно... Вначале наказать ему голову таким легким подзатыльником. Не, нужно таким людям все равно, мне кажется, проводить тест на IQ. Почему? У него с IQ все в порядке. Так в том-то и дело. Он готовил преступление годами. Правильно, поэтому его нужно где-то использовать. Интересно было бы вообще, что за машина вообще, какой машины касается новость. Ну ладно. В Одессе мужчина помог одесситу, которого ограбила девушка. Одесситка. Добраться домой, где ограбил его во второй раз. Еще в Одессе мужчина помог одесситу, которого ограбила девушка, добраться домой, где ограбил его во второй раз. То есть чувака ограбила девушка. Да. Чувак ему помог добраться домой, и там его шлепнул второй раз. Да. Ну, походу, это какой-то ультрасладкий лох. Не, походу, это Одесса. Не-не-не, смотри, это ультрасладкий лох. Тот ему помогал. Ну, как бы вначале он не понял вообще, что произошло. Он ему просто помог. Не, он реально пришел. По-человечески. Пришел на помощь. Прищал, я бы сказал. И пока они ехали к нему домой, тот ему рассказал, что произошло. Ну и так как мы понимаем, что как бы там в завязке женщина. Он говорит, ну ты и дебил. Ну конечно. ты про лох. себя сказал. Про себя, да, про себя подумал. Ну ты лох. И когда они приехали, он ему говорит, а есть кошелек? Тот говорит, да. Он говорит, давай. Тот ему отдает кошелек и говорит, все. И волшебный пендаль. Иди. Ой. Иди. И отправляет его. И тот приходит домой, понимает, что вначале у него забрал телефон его девушка, а потом у него забрал кошелек чувак, который помог его довести его домой. Я представляю, как он писал заявление в одесскую полицию, которую видели и слышали. А вы все. точно уверены, что вы хотите написать заявление? А мы же его опубликуем. А оно ж в реестр попадет. И Одесса, конечно, действительно веселый город. Жемчужина у моря, наша любимейшая. Ну что, друзья, вот, собственно говоря, и подошел к концу наш очередной выпуск «Ухонос». Если вам понравилось, то пишите нам комментарии, лайки, колокольчики ставьте. И не забывайте о том, что смотреть на крысу и эту рубрику тоже нельзя. Да, и еще... Я скажу, но Люба, может, потом вырежет. Я предлагаю, чтобы наши любимые подписчики пересмотрели, например, первый сезон, сделали Гагарин шоу первый сезон лучше. Чтобы подписчики сделали? И за это получили бонус. Я вообще считаю, что надо подписчики, чтобы делали и монтаж, и покраску, и эффекты. Это нормально. Вообще было бы в идеале, если бы они снимались за нас. И снимали. Ну вот написал какой-то хейт, приди, блядь, сделай лучше, сука. Вот здесь, у камина. Конечно. Интересная идея. Всем пока, друзья.